Привет-привет! Меня зовут Людмила и с вами Таро в потоке. Наш сегодняшний разбор называется так. Он хочет вернуться. Делает шаги. Стоит ли давать ему шанс? И у нас с вами будет только одна позиция, мои дорогие. Я сделаю сигнификацию на ваши отношения, на молодого человека, да, может быть, немножечко о вас нам расскажут карты. И в этой сигнификации, конечно же, вы должны себя узнать. Безусловно, не на 100%, потому что вас очень-очень много, да, но хотя бы частично ситуация должна с вами совпасть. Ну и, конечно, мы отталкиваемся от названия. Человек уходил из вашей жизни, да, жил какие-то свои ситуации жизненные и решил вернуться. То есть это какой-то бывший, который написал вам, который позвонил вам, который предложил вам встречу. Вот мы будем рассматривать, да, его намерение в вашу сторону. После сигнификации мы посмотрим, собственно, что хочет товарищ, почему он собирается вернуться в вашу жизнь, да, с какой целью. Какие чувства у этого товарища рассмотрим и стоит ли вам давать ему шанс. Да? Конечно же, не я буду решать, стоит или не стоит. Мы послушаем ответы высших сил, потому что только они знают, что будет дальше, и только они могут эти советы нам, собственно говоря, дать. А уж прислушиваться или нет, это уже будет ваше личное дело. Итак, ну давайте посмотрим, да, что за ситуация между вами, что за человек. Как-то пятерка пентаклей, перевернутая башня, это не очень, чтобы очень сразу. С места в карьер, как говорится. Так, ну, ситуация между вами, да. Человек из достаточно далекого прошлого, возможно, из юности, возможно, из детства, да. Значит, человек, с которым вас связывают какие-то теплые воспоминания, и, возможно, вы уже не один раз с ним сходились, расставались, или как-то, знаете, восстанавливались отношения, и потом эти отношения снова уходили куда-то в ноль. Вот долгое время было молчание, долгое время вы вообще ничего не знали друг от друга. И молчание это было спровоцировано настоящей башней. То есть у вас было такое глобальное, полномасштабное расставание, когда пострадало эго, потому что башня, карта эго, да, и, конечно же, я думаю, что ругались вы сильно, обидели друг друга, вы обидели его, он обидел вас, и были приняты решения и с той, и с другой стороны, что больше никогда ничего не будет. Расставание было тяжелым. Вот, значит, сам по себе мужчина, кстати, вас может объединять работа, услуги, деловые отношения с этим человеком. Значит, сам по себе мужчина может быть немножко моложе вас, или же, да, его внутреннее состояние, оно такое более жезловое, более активное, вообще вот по жизни, да, то есть человек любит скорость, человек любит куда-то ехать, он все время хочет чего-то нового, его очень, ну скажем так, расстраивают, бесят повторяющиеся события в жизни, знаете, такая вот муть, тягомотина, и когда в жизни ничего не происходит. Он начинает скучать, он начинает беситься и искать некого обновления. Вы же такая четкая мечевая королева, женщина от ума, женщина, которая прекрасно осознает, кто она, осознает, какой она жизненный путь прошла. Вы очень хорошо для себя считываете свои ошибки.
Да, то есть вы анализируете, вы человек, который анализирует прошлый опыт. Вы проанализировали все то, что вы делали так или не так, да, какие последствия были у ваших чувств, какие последствия были у их выражения, у ваших действий, да, конкретно к этому человеку. И вообще, в принципе, в жизни вы так себя ведете. Вот. Вы проанализировали и поняли, что больше вот таких вещей я больше делать никогда не буду. Да, а вот так вот себя вести или вот так открывать свое сердце перед человеком я тоже никогда не буду, да, потому что у этого были негативные последствия. И поэтому здесь видно, что мужчина к вам проявляется как рыцарь жезлов, да, то есть он весь вроде как открыт, а давай начнем сначала. Это вот прям такое, ну, эротическое нападение, сразу любовно-эротическое, да, или позвонил. По рыцарю жезлов это всегда его явные проявления. Это не судьба, когда вы встретились где-то на улице случайно и понеслось. Да нет, это он написал, это он позвонил, давай встретимся, давай увидимся, я скучаю, или там я что-то понял, да, что вот я был неправ. Но вы, я думаю, взяли некую паузу на раздумья. Может быть, вы сразу его обрубили, да, памятуя о вашей ссоре. Вот, значит, может быть, вы сказали ему, я подумаю. Но с вашей стороны здесь такая явная холодность. Явная холодность. Вы, конечно, ушли в раздумья, да, помня и о приятных моментах с этим человеком, и думая о том, что а вдруг опять возникнет та любовь, да, те бабочки в животе полетят. Вот, значит, и после проявления этого человека сразу вы впали в Луну. То есть, может быть, до его проявления вы о нем и думать не думали, да, забыли вообще о его существовании. Но как только человек появился, вы сразу стали о нем думать, и теперь он у вас вообще не выходит из головы. Ну, потому что Луна. Вы не готовы его прощать, но мысли следуют за вами неотступно. Хорошо. Давайте смотреть главное. Все-таки, наверное, с чувств начнем, да? Как-то вот хочется просмотреть, чего он чувствует-то сейчас. Посмотрим. Смотрим. Угу. Захотелось вас. Захотелось что-то такое, вспомнилось. Так, человек, вот смотрите, как говорят карты, он вас, собственно, не упускал из виду. То есть это вы могли о нем вообще забыть, не думать и жить свою прекрасную жизнь. Он о вас думал, он за вами здесь подслеживал, этот человек. Я не скажу, что постоянно, да, но вот как-то периодически ностальгия накрывала его, и он заходил на какие-то ваши странички. Может быть, у вас есть общие знакомые, которые ему о вас рассказывали, и он такой, о, блин, снова она. Значит, он за вами подслеживал. И в какой-то момент вдруг то ли вы похорошели, то ли что-то изменилось в его собственной жизни. Мы это чуть с вами позже, да, расследуем. Но у него здесь загорелась страсть. Вот у очень многих девчонок, вы знаете, что срезонирует? Вы могли сделать пластическую операцию.
вы могли сделать какие-то косметологические, очень такие серьезные вмешательства, да, когда женщина вдруг резко хорошеет. Или вы могли похудеть или поправиться. Да? Все зависит от исходных данных. Потому что здесь почему-то показана внезапная страсть. Вот он за вами подглядывал, подглядывал, и тут ёкарный бабай. Какая женщина красивая, понимаете? То есть он осознал вашу красоту. Потому что вот по чувствам здесь страсть. Здесь разговор не о любви, не о понимании, не о движении сердца. Здесь движение вполне определенное, да, оно как бы исключительно в штанах у него. Вот. Страсть, которая возбудила в нем некие воспоминания. Воспоминания о том, что было между вами. И как-то это все у него очень быстро начало увеличиваться внутри. Вот как будто, вы знаете, посмотрел какую-то вашу страничку там в Фейсбуке или в Инстаграме, да, или ВКонтакте. Так, а что-то она так изменилась. Грудь, что ли, сделала себе, да, или похудела, или что. Блин, какая классная. И вот он закрывает эту страничку, и у него это начинает расти. Он ходит, пошел на работу, встретился с друзьями, а в голове вы. И он так ненавязчиво опять телефон достает и опять эту фотографию, а там другие фотографии. Да? То есть, и он такой вот, как-то у него внутри это все распаляется, распаляется, распаляется. Вот что сейчас с ним происходит, с этим человеком. Подглядывая за вами, увидев какие-то изменения вашей внешности, человек загорелся внутренним огнем. Он вспомнил о том, как когда-то любил вас, как когда-то испытывал к вам притяжение. Также вспомнил, что он вас обидел, естественно. Вот. Но надеется на то, что, может быть, уже у вас внутри все перекипело, перегорело, и вы как-то подуспокоились. Вот. То есть вот такая здесь ситуация. И конечно, его движение к вам началось вот с этой страсти. Внутри там много всего происходит. То есть она мне откажет, нет, она мне не откажет. Я нахожусь в воспоминаниях, я скучаю, я тоскую по тому времени, когда все было хорошо. Значит, потом, но все-таки я ее обидела, она не дура, да, как бы, чтобы это все напрочь забыть. Но, может быть, хотя бы уже перекипела, понимаете? И вот такие вот внутренние, скорее такие эмоциональные рассуждения, назовем это так, да, не совсем чувства, потому что вот чувства здесь, они явно видны, да, это страсть, это движение к вам. А все остальное это такие эмоциональные рассуждения с позиции, как мне к ней подобраться. Хорошо. Давайте посмотрим, что произошло в его собственной жизни, да, почему возникло это возвращение и каковы его намерения в вашу сторону. Угу. Он ушел из других отношений. Он ушел. Значит, у него были какие-то другие отношения, где, как он считает, он очень сильно эмоционально выложился. Надо признать, перед нами мужчина, который не готов вкладываться финансово. Здесь мужчина такой, знаете, кубковый король. Ну, на самом деле человек достаточно гулящий, человек, который, как он считает, выбирает себе женщину, потребитель, который воспринимает женщину с позиции, что она мне даст. Вот. И вы знаете, его вложения – это какие-то слова. Да, он может сделать кофе в постель, но здесь человек финансово
не вкладывается, да, он не берет на себя каких-то обязательств, например, там, воспитывать детей своей женщины, помогать ей воспитывать, да, принимать как своих, или вкладываться, там, собирать деньги на общую квартиру. Он этого всего не делает. Он считает, что любовь – это когда двое лежат в постельке, держатся за руки, занимаются любовью, потом опять друг друга целуют, дышат волосами. И на этом как-то вот любовь у него заканчивается. Это его такая позиция жизненная. Человек здесь от женщин только берет, к сожалению. Вот. И понимаете, что за ситуация у него возникла? В неких прошлых отношениях женщина его раскусила. То есть она сначала велась на вот эту кубковость и жезловость в одном флаконе. Да? Он в начале отношений всегда завоевывает, он всегда выглядит как такой, знаете, рыцарь на белом коне. Вот он это все делал. А еще здесь человек женщину смешит. Да? То есть одна из его манер взаимодействия с женщиной – это рассказывать какие-то шутки, иногда скабрезные, да, какие-то мемы подкидывать, смешные видео, и женщина начинает смеяться, как-то вот располагаться к нему, да, то есть вот он женщину смешит. И, значит, там была такая ситуация, что он вроде как ее завоевал, эту женщину, и, скорее всего, отношения были очень серьезные, а дальше начались финансовые траблы, назовем это так. То есть финансовые проблемы, когда она выяснила, что особо работать он не хочет, что он будет контролировать ее финансовые какие-то траты и так далее. То есть здесь у него есть это желание владеть человеком, как будто бы этот человек вещь. Да? Я буду тебе указывать, куда ты будешь тратить заработанные тобою деньги. Ну вот здесь какая-то такая позиция прослеживается. Вот. Значит, и у него произошло расставание с этой женщиной, очень такое болезненное для него. Женщина оказалась сильнее, чем он, и она его просто выпнула. И здесь мужчина, который считает себя жертвой. То есть он говорит, я вложил все эмоции туда, я, значит, работал на нее как раб на галерах. И вот она меня, значит, выгнала. Но он ушел сам после ее какого-то давления. То есть она его выдавила из своей жизни. И в этот момент он вспомнил о вас, мои дорогие. Давайте посмотрим его намерения конкретно к вам. Угу, все. Жезловый король выплыл из перевернутого кубкового и решил. Здесь, вот знаете, человек пытается лечить свою рану при помощи другой женщины. На самом деле, девочки, выкиньте из головы иллюзию любви, ту иллюзию, которую он вам пытается внушить сейчас. Да? Он или уже это делает, или будет это делать. Рассказывать вам о том, что все это время он вас любил. Все это время он думал только о вас. И вот сейчас, пройдя весь этот путь тернистый, он вдруг понял, что вы та самая, что вы ему нужны, а больше ему никто не нужен. Да, я должен был пройти через 1000 женщин, но понял, что вот мне нужна только одна. Ха-ха-ха. Вот, ну, на самом деле нет. На самом деле это все ересь собачья. Значит, человек остался один. Его выгнали из жизни. Значит, когда его выгнали, он почувствовал себя действительно выброшенным щенком, выброшенной собакой. Да? Ему было удобно. Ему было удобно с этой женщиной. Она его кормила, поила, учитывая перевернутого кубкового. Да? А он как бы просто вот пользовался ее благами и еще и указывал ей, как жить. Вот, значит, когда его выгнали, он почувствовал себя брошенкой, он почувствовал себя щенком, которого выгнали вот под дождь на улицу. Вот. Ну, я очень люблю животных, очень люблю собак, кошек, вообще любых животных. Да? И мне животных иногда гораздо более жальче, да, если можно так выразиться, чем людей. Здесь вот просто ассоциация его внутреннего состояния, да, выброшенная на улице собака. Но собаку вот мне было бы гораздо более жальче. Почему? Потому что
Здесь у человека появилась такая глобальная озлобленность на его предыдущую женщину. Он, кстати, в основном, почему я говорю о ней? Да потому что он думает в основном о ней, а не о вас. Понимаете? Вот его намерение к вам – это залечить свои раны при помощи вас от той женщины. Сейчас у него глобальная озлобленность на нее, он ей хочет отомстить. Может быть, он уже это делает. Он хочет использовать какие-то свои знания об этой женщине, чтобы, может быть, послать ей какой-то донос на работу или написать ее друзьям, рассказать какие-то ее тайны для того, чтобы ее опорочить. Вот у него сейчас такие мысли в голове, понимаете? Это своеобразный такой мужчина. Вот. Все рассказываю для того, чтобы вы видели полностью картину. Вы сейчас в мечевой королеве и способны анализировать ситуацию, да, пока он вас не заманил дальше в кубковую. Вот, значит, его намерение к вам – это первое – сыграть роль жезлового короля. Сыграть роль человека, которому нужны вы, который вас выбрал, который готов ради вас жить, который готов ради вас ну, я не знаю, действовать, да, приносить вам мамонта и так далее. Значит, про мамонта забудьте. У этого человека всегда женщина приносила мамонта. Люди не меняются. Это иллюзия, это маска, это роль. Он играет роль жезлового короля. Дальше он хочет, значит, начать вашу историю заново, ну, как-то переписать ее и сразу же поставить вас в зависимость от себя. Почему-то он считает, что вы когда-то были в очень серьезной зависимости от него, и сейчас стоит лишь чиркнуть спичкой страсти, да, как сразу эта зависимость снова заиграет всеми цветами радуги. Значит, вот что он хочет. Его намерение, да, первое сначала установить какой-то хотя бы худой мир между вами, да, потом начать играть роль жезлового короля. Я люблю тебя, я хочу тебя, я любил тебя все это время. Я вынужденно жил с этой стервой, да, она очень плохая, она меня подставила, забрала у меня все деньги, которых я так и не принес ни одной копеечки, да, но тем не менее. Вот. И она плохая, я хороший, возьми меня и подбери меня. Вот. При помощи этой роли он рассчитывает возбудить в вас снова эмоции, интерес к себе, влюбленность и начать все заново, и сразу же вогнать вас в некую зависимость от себя. Эмоционально. Здесь все про эмоции, не в денежную. Вот, конечно же. И он почему-то считает, что вам скучно живется, что, может быть, если вы с кем-то в паре находитесь, да, что там это несоответствующий вам партнер, и если вы в одиночестве, что ну а как она одна, да, ей вот скучно, он считает, что вам скучно, и что вот он как раз, знаете, к месту вовремя появился, и что сейчас он воспользуется вот этим вашим состоянием скуки, одиночества и по-быстрому вас обработает. Вот, значит, и, конечно же, он хочет вернуться в некое прошлое. Но на самом деле здесь очень нехорошие карты. Это карты манипуляции, использования. Здесь даже, знаете, залечить при помощи вас раны от той партнерши и отомстить ей через вас. То есть он мало того, что собрался ей мстить вот физически, буквально, так он еще и на вас будет отыгрываться. Понимаете, как бы вот меня унизили, меня сделали идиотом и дураком, да, но есть вот эта женщина, которая меня любит, сейчас я сделаю так, что она полностью погрузится в эти эмоции, а потом я на ней буду отыгрывать вот это свое потревоженное, уничтоженное эго. Вот о чем здесь речь, девочки. И хочет вернуться в прошлое, где вы были такой всей кубковой, где вы его слушали, где вы, возможно, писали ему стихи, да, такая вся вот с открытым сердцем. Он немножко не понимает, да, как бы, что мечевая королева – это уже не про вот такое вот открытое сердце. Хорошо. Давайте мы с вами
спросим, что нам скажут карты. Давать ли шанс такому чудесному принцу? Не хотят даже говорить. Опять колода, которая очень с характером у меня. Семерочка мечей. Но здесь, знаете, карты говорят о том, что у вас тоже к нему есть вопросы. У вас тоже есть желание ему отомстить, о котором он ничего не подозревает. Девочки, молодцы вообще. Молодцы. Так, окей. Все-таки мы все карты сегодня выложим или нет? Значит, смотрите. Нам говорят следующее, что вы, конечно, тоже далеко не простушка. Ну, мечевая королева, да, сам Бог велел, как говорится, научены горьким опытом. И у вас к этому человеку, вы очень сильно обижены, он вас оскорбил, он вас обидел, и, возможно, он предпочел другую женщину вам. У вас сохранилось ощущение некой пощечины ментальной от этого человека. И сейчас на самом деле вы вообще в принципе думаете о каких-то шансах, даже не с позиции его к себе притянуть, вернуть, наконец-то. Нет, а с позиции некой сатисфакции. Вот. Значит, и вы, я думаю, прекрасно понимаете вот эти все обстоятельства его возвращения. То есть вы прекрасно понимаете, что люди не меняются. И возвращаются не случайно, да, когда им некуда идти. Вот. Значит, у вас здесь есть понимание некого обмана и понимание того, что человек этот с гнильцой. И есть у вас также воспоминания о чем-то хорошем. Конечно, да, ну а как? Оно же было, это хорошее. От него никуда не денешься. Значит, итого, давать ли ему шанс? Здесь говорится следующее, что вы хотите получить сатисфакцию, вы хотите ему отомстить за свои эмоции, поруганные когда-то, за любовь, которую вы действительно человека любили, вы ему отдавали себя, и за то, что он вас не выбрал. То есть здесь была ситуация не выбора вас. Или он там вернулся в семью, или он нашел другую женщину. Здесь была очень такая травмирующая ситуация для вас, как для женщины. И вы хотите ему отомстить. И поэтому, да, вот совет от высших сил, как действовать в этой ситуации, таков. Если вы четко видите обман, если вы четко видите манипуляции этого мужчины и понимаете, что вы ни при каких условиях не попадете под его влияние и обаяние, и вы играете с ним в некую игру или хотите сыграть в некую игру для того, чтобы отомстить, вытереть о него ноги и тыкнуть его вот в это дерьмишко, да, которое он вам когда-то наложил, тогда действуйте. Тогда действуйте. Сейчас наиболее благоприятный момент. Но вы должны четко понимать, что это должно быть коротко, да, это действительно должна быть месть, которая начинается и заканчивается, и которая ни при каких условиях не перейдет дальше в отношения. Вот. Если же вы чувствуете, что вы подвержены влиянию этого человека, что нет-нет, да у вас и возникнет какая-то мысль о том, что а вдруг, а если мы вот сойдемся и все будет по-другому, может быть, я буду счастлива с ним. Вот эти мысли нужно сразу отмести в сторону. Не будете. Не будете. Человек гнилой, человек, который абсолютно не желает никаких вложений, он приходит только брать, брать. Это чистейший потребитель. И очень скоро вы окажетесь в положении той женщины, которая, слава тебе Господи, его выгнала из своей жизни. Понимаете? То есть очень скоро
а вас тоже начнут вытирать ноги, вы начнете приносить баулы с едой, а он будет пивасик пить на диване. Понимаете? И указывать вам, что вам делать, а что вам не делать. Вот и все. Он ищет себе рабыню. Он ищет себе рабыню. Поэтому тут вот такие советы. Да? Если вы четко понимаете, что это месть, вы хотите сатисфакции, действуйте. Вы получите эту сатисфакцию. А если вы понимаете, что вы от него все же зависимы, и вот как-то у вас возникает надежда, возникает вера, возникают какие-то мыслишки о счастье с этим человеком, то здесь не стоит даже начинать это общение. И нужно четко ему обозначить свои границы и сказать, что вы шанса ему не даете никакого. Для того, чтобы он не вступил в горячую фазу обрабатывания вас. Да? Потому что если вы подвержены его влиянию, то эта горячая фаза для вас может закончиться тем, что вы снова все упали, погрузились в эти отношения. Берите меня, пожалуйста, я снова кубковая королева. И тогда будет плохо, тогда будет больно. Ну вот такие ответы, мои дорогие. Ну что, такой получился у нас разбор. Надеюсь на то, что вы услышали то, что было нужно услышать, да, то, что хотели до вас донести высшие силы. Ну а я, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потеряйте в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.